Макрокус. Вот такая вот рыба. Замороженная, без головы, без хвоста, без внутренностей. Макрурус нам обошелся 173 рубля 83 копейки. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим о том, какие продукты не стоит покупать в магазине Светофор. Первым лотом у нас будет вот такая вот рыбеха. Рыбка называется макрурус. На первый взгляд все замечательно, все хорошо. Мне она понравилась, когда я ее разморозила. Никаких посторонних запахов она не имела. Рыба показалась мне достаточно свежей, упругой. Все как положено. В моей семье рыбу не очень любят, ее ем обычно только я, поэтому покупаем мы ее редко. Раньше я даже не слышала о такой рыбе. Впервые я ее увидела в магазине Светофор. У меня не закралось никаких сомнений, что может быть какой-то подвох или что-то не так, потому что ранее я покупала рыбу в Светофоре. Это была копченая сельдь. Также я брала салаку, она мне очень понравилась. Очень вкусная рыбка, вся с икрой или с молоками, обычно очень свежая. Но в жизни случаются иногда сюрпризы. Вот и я даже не могла представить, что выйдет из этой покупки. Рыба достаточно привлекательно выглядит. Она аппетитная, красивая. Я хотела, как обычно, разделать рыбу на филе, очистить ее от кости и пожарить кусочками большими. Рыба уже была очищена, голова отрезана, внутренности все выпотрошены. Осталось срезать только вот этот плавничок, который шел по всей спинке. Нижний плавничок тоже надо было отрезать. Никакой чешуи. Рыбка чистая, абсолютно приятная. Как оказалось, в рыбе костей и не было. Все, что в ней есть, это один хрящ посередине, а остальное все филе. В этот момент я сделала очень большую ошибку. Никогда так не делайте. Эта рыба вообще не предназначена для того, чтобы ее разделывали на филе. И сейчас я вам объясню почему. Макрурусы — это род промысловых глубоководных рыб. На вид они очень страшные, поэтому их продают без головы. Я здесь прикреплю фотографию, чтобы вы посмотрели на нее. Что-то вроде рыбы капли или зубатки. Мне кажется, все это одно и то же самое. Все эти виды рыб очень похожи между собой. После того, как я разделала первую рыбу, я уложила ее в мисочку и оставила подождать, пока я разделываю вторую. Да-да, меня угораздило купить еще и вторую. Ну вот, пока я разделывала вторую рыбу, с первой происходило что-то очень странное. Я думала, что она еще не до конца разморозилась, потому что жидкость из нее истекала постоянно. То есть я сливаю, она опять наполняется, я сливаю, она опять набирается. По истечению времени, как я закончила разделывать вторую рыбу, мне показалось, что сейчас просто рыба исчезнет. Что-то было не так, мне было непонятно, что же происходит. Я не стала долго замариновывать рыбу, как я делаю это обычно с другими видами. Я просто посолила, поперчила
и поспешила ее пожарить. Мясо рыбы имеет почти полностью белый оттенок, гораздо светлее большинства рыб, которые мне доводилось попробовать. Следующая моя ошибка. Я захотела пожарить рыбу без муки, без каких-либо дополнительных примочек. Почему-то мне показалось, что по вкусу и качеству это будет нечто схожее с треской, но более сочное. О боже, как же я ошибалась. Макрурус хоть и относится к отряду трескообразных, но по консистенции это очень водянистая рыба. Все шло неплохо, пока я не стала переворачивать рыбу. И тут оп, и рыбка просто разваливается у меня на глазах, как желе. Я пыталась спасти ситуацию, думала, что же не так, но в итоге она окончательно распалась, и у меня ничего не получилось. Это медуза? Нет, это макрурус. Дубль 2. Во второй раз я решила пожарить рыбу в мучной панировке. Вроде бы все прошло неплохо, рыба не распалась, она держала форму, что придавало мне надежду, что все получилось. По вкусу просто какое-то непонятное желе. Рыбного вкуса я вообще не ощущала. Возможно, у меня забитые вкусовые рецепторы, потому что я ем много острого. Но в итоге рыба мне не понравилась. Снаружи, да, появилась румяная аппетитная корочка за счет панировки. Ну а внутри рыба как была желе, так и она и осталась желе. Рекомендовать эту рыбу я не рискну. Все дело вкуса. Возможно, вам именно вкус этой рыбы понравится. Фарш домашний. Свинина, говядина. Стоит этот фарш 198 рублей за 1 килограмм. Здесь 1 килограмм фарша замороженный. По фаршу скажу коротко. Он просто банально не свежий, невкусный, вонючий, воняет каким-то жиром старым протухшим. Я пожарила из него котлеты, и никто не стал их есть. Мне пришлось их просто выбросить. Хотя с датами изготовления все было в порядке, но фарш как-то странно завернут, упакован. Нет герметичной упаковки, просто в какой-то пакет завернули. Наклеили ценник и вперед. Категорически не рекомендую этот продукт к покупке. Будьте внимательны, имейте это в виду. Грудка с кожей. Один килограмм 274 грамма. 288,69. Килограмм стоит 226 рублей 60 копеек. Вот, пожалуйста, грудка. 2 штучки большие. Ну а грудка самый уникальный лот нашего хит-парада. Слабонервным предлагаю не смотреть дальше этот ролик. Ну а те, у кого крепкий желудок и нервы, то приглашаю вас посмотреть настоящий трэш-контент. Смотрим. Друзья, как бы мне не было тяжело смотреть на это. Это просто невозможно. Видеть. Сразу рвотный рефлекс возникает. Но я должна вам это показать. Я вот купила грудку, я вам показывала распаковку. Куриная грудка. 226 рублей килограмм. 262, 1, 160 я купила. В общем, это страшное зрелище. Я когда смотрю, просто рвотный рефлекс. Ну как можно такое продавать вообще? Как можно такое продавать? Вот посмотрите, сейчас я вытащу. Мне просто тяжело смотреть. Но я должна показать. Тухлое мясо. Тухлое. Запах невыносимый. Смотрите, там дырка. Видите? Черви уже едят эту тушку. Пожалуйста. Те два куска не лучше.
Ну, может, чуть-чуть лучше выглядят, но кости уже почернели. Я даже не буду вытаскивать. Они вот такие вот разлагаются. Гниющие кости. Гниющее мясо. Гниль. Никогда не покупайте куриное мясо в светофоре. Будьте осторожны. Тяжелое зрелище. И запах отвратительный. Сейчас пойду посмотрю. Может, смогу вернуть их. Потом расскажу вам, как все прошло. Мясо удалось вернуть в светофор. Они приняли его обратно. Продавщица, правда, раскрыла кулек, хотела понюхать и охренела, как оттуда завоняло тухлятиной. Она без лишних слов извинилась и вернула деньги. Я не рекомендую вот такие вот конфеты покупать. Вот. И сразу мы видим, висят какие-то потроха. Видите? Знаете, что это такое? Это паутина и уже даже вылупленная моль. Это называется пищевая моль. Да. Пищевая моль. Она уже вылупилась из своей куколки, питалась конфетами. Конфеты все внутри рассыпанные, поломанные. Грязные. Видимо, здесь ползали гусеницы этой самой моли. А потом она вылупилась. Вот такая вот паутина. Видите? Это паутина. Сейчас я найду вам конфету. Вот, пожалуйста, в упаковке отверстие вот такое вот, и там видна паутина. Не знаю, видно вам? Ну, давайте вскроем его. Прям придется вскрыть, чтобы потом никаких вопросов не было. Вот. Видимо, здесь побывала эта самая моль. Она здесь питалась. Здесь для нее очень благоприятная среда образовалась. Вот, пожалуйста, такие конфеты нам продают. Причем сроки годности. Вот, пожалуйста. Она разваливается. Сроки годности 10.02.24, 9.02.25. Срок годности истекает через 1 месяц. Но все-таки вот такая вот закупка. Не рекомендую к покупке.